Здравствуйте! Знакомимся с вами с устройством Epson L3151. Это многофункциональное устройство компании Epson со встроенной заводской системой непрерывной подачи чернил. Сейчас наш друг печатающий делает прочистку самого себя, прочистку печатающей головки. Как это сделать? Легко и просто, без использования компьютера. Нажать эту кнопку и подержать некоторое время, и он начнет печатать, не печатать, а делать вот эту вот прочистку самого себя. У нас здесь есть кнопочка Wi-Fi. С помощью нее мы подключаемся либо Wi-Fi Direct, либо непосредственно к самому Wi-Fi. То есть в зависимости от того, какой индикатор горит, у нас подключен или тот режим работы данного устройства. Как это делается? На роутере сначала устанавливаем драйвера на наш компьютер или ноутбук. Потом нажимаем и удерживаем кнопку Wi-Fi. Перед этим нажимаем кнопку на роутере WPS. Начинает у нас моргать и искать, подключаться, пытаться подключиться. Если у нас загорится вот эта вот штучка верхняя, то есть он у нас подключился через WPS к нашему роутеру. Если у нас будет индикатор гореть внизу, тогда мы можем работать через Wi-Fi Direct. Wi-Fi Direct устанавливается на телефоне или планшете. Есть под iOS, есть под Android. Программа iPrint от Epson. Печатаем с помощью нажатия этой кнопки отчета, где мы увидим настройки нашего Wi-Fi Direct. Там будет название виртуальной, так сказать, сети и пароль от этой сети. С помощью этих данных вводим все в iPrint и печатаем через iDirect. Так вот бегло. Это у нас черно-белое копирование, это у нас цветное копирование. Если черно-белое копирование нажать один раз, ну это касается и цветного, он сделает одну копию. Если быстренько понажимать, то сколько раз нажали, столько он сделал копий. Это у нас кнопочка отмена. То есть если мы чего-то нажали не того, чего мы хотели, быстренько отменяется. Также в этом аппарате есть возможность сделать профилактику так называемому памперсу или впитывающей прокладке. Откручиваем винтик здесь и на себя вот так вот тянем на себя в сторону, смотря как вы расположены. Вот так вот. И здесь у нас тоже винтик. И вот так вот извлекаем емкость с нашей впитывающей губкой. Вытаскиваем ее, промываем, просушиваем и в обратном порядке устанавливаем. Очень удобно. Если перед включением нажать кнопку стоп и нажать кнопку включения, то наш принтер напечатает тест DUS, так называемый проверку DUS. Сейчас я запустил, удержав просто, я уже вам говорил, удержав просто кнопку стоп, запустил опять прочистку печатающей головки. К сожалению, тратя не очень дешевые чернила для этого устройства. Чернила заливаются здесь. Специальные бутылочки есть. Но если вы возьмете шприц и просто вставите, вот здесь разделено перегородкой это отверстие. Специальные бутылочки, оригинальные. Если у вас будет хватать финансовой возможности, пользуйтесь оригинальными чернилами. Если нет, тогда вот обычный медицинский шприц. Вот у нас здесь есть перегородочка. Аккуратненько сюда вставляете и заливаете чернила. То есть не обязательно покупать дорогущие вот эти вот чернила. Можно не оригинальные, таким вот простым, незамысловатым способом заправлять наше устройство. Регулярно, естественно, печатаем раз, два, 3 дня. Следим за уровнем чернил. Перед прочисткой печатающей головки, которую я сейчас запустил, обязательно убеждаемся, что у нас есть здесь чернила. Ну, такой, конечно, не очень мне не нравится, не то что не очень, а очень мне не нравится пластик, из которых сделаны эти емкости. Очень плохо видно. Вот сколько сейчас чернил? И я не знаю. По идее, полные емкости. Ну, короче, очень плохо подобран пластик. Надо было какой-то другой вариант. Также у нас есть
Закончилось? Еще пока не закончилось. То есть, если моргает, значит у нас чего-то там происходит с принтером. Кнопка включения. Долго очень делается прочистка печатающей головки. Давайте пойдем на компьютер. Здесь у нас на компьютере есть, когда вы установите оригинальные драйвера, появляется ярлычок. Здесь у нас их целая куча наших аппаратов. В данном случае выбираем 3151. Проверка DUS, то, что я говорил вам. Это полосочки специальные, по которым вы можете судить о качестве печати. То есть, если вам чего-то не нужно, вы не знаете, чего распечатывать раз, два, 3 дня, как я рекомендую, чтобы устройство не застаивалось, не простаивалось, не засыхало и печатало хорошо, находилось в тонусе. Просто печатаете этот тест DUS, минимум расхода чернил, и все цвета пропечатываются, и ваше устройство в тонусе не засыхает и хорошо печатает. Прочистка печатающей головки. Это то, что мы сейчас с вами сделали. Если вдруг вы обнаружили плохое качество печати, обычно это горизонтальные полосы, пропуски на тексте или на фотографиях или на изображениях. Делайте прочистку. Обязательно, еще раз напоминаю, убеждайтесь, что у вас есть чернила в емкостях системы непрерывной подачи чернил. Калибровка печатающей головки. Не знаю, в очередной раз калибровал. До одного, извините за выражение, не помогает калибровка печатающей головки мне почему-то. Более профессиональную и такую глубокую калибровку можно сделать через специальную программу Adjustment, которая сервисная, которая платная. Через нее можно сделать калибровку печатающей головки. Настройки принтера. Обновление программного обеспечения, наверное, без необходимости ничего обновлять не нужно. Настройки принтера, это всякие разные там плотность бумаги, размер бумаги и так далее, и так далее. Вот простая бумага и так далее выбираем. Иногда помогает, когда, допустим, у вас принтер уже плоховато печатает, нести в сервис дорого, долго или еще там нет какой-то возможности, а печатать нужно срочно, увеличиваем качество печати. То есть качество печати высокое ставьте, он тогда будет печатать меньше, дольше, будет больше расходовать чернил, но при этом вы сможете там дотянуть, сделать срочную работу, которую вы хотите, дотянуть до, как говорится, до ремонта. Лента энкодера, вот она. Если у нас криво печатаются наши распечатки, то мы чистим эту ленту энкодера. Рекомендую делать это, а не калибровку. Мне личная калибровка еще ни разу в моей практике, не скажу, что я очень много работал с аппаратами Epson. Вот лента энкодера очень часто помогает. Мы берем и аккуратненько протираем ваточкой, бинтиком, не оставляя там никаких ворсинок и всего остального, протираем от загрязнений. Если что-то попало внутрь принтера, ищем здесь. Чаще всего находится все здесь, где вставляется бумага. Когда мы вставляем бумагу, прижимаем ее боковыми упорами плотненько, чтобы она у нас заходила в принтер ровно, не перекашивалась и не застревала. В принципе, все. Еще один минус системы непрерывной подачи чернил Epson: непрозрачные шлангочки подачи чернил. Было бы лучше, как мне кажется, чтобы они были прозрачные, чтобы можно было видеть, попал ли туда воздух. Инженер, который создавал этот принтер, скорее всего группа инженеров, решила, что так будет лучше. Им виднее, а нам, как говорится, с этим жить. Все основное я сказал. Если какие-то есть вопросы, дополнения, замечания, приглашаю вас в комментарии. До свидания.